Всем приветы! С вами снова Вудслундра, и это Fallout Mods, который возвращается к дорогим зрителям с новой подборкой роликов. Это будет некая смесь walkthrough и ревью под названием «Игры в жанре постапокалипсис», кратко и в ЖП. И сегодняшним гостем нашей программы будет Безумный Макс 2015 года от студии Лавина или Avalanche. Студии, которая потом подарит нам еще одну игру в постапокалиптическом сеттинге под названием Rage 2. Поэтому, без лишних слов, давайте уже приступим. Вы уж заждались. По сути, игра начинается с ролика задорной погони веселых разрисованных мальчишек за главным героем. Поначалу погоня сложилась для парней не очень хорошо. Но злодеев на добрых джедаев всегда валится 10 к 1, что безусловно логично. И в итоге Максимку выволакивают из его точилы и грабят эти добрые пацанчики. Так бы ему и помереть под ботинками тестостероновых парней, но на сцену выезжает огромная фура земледвиг. И с нее, словно мешок с картошкой, сваливается местный главгад и супермен Лорд Члем Острус. Он так любит, в принципе, фетиши всякие, но неважно. Они забирают пожитки нашего безумца и собираются умотать куда подальше. Но не тут-то было. Обитатель Кащенко запрыгивает на фуру, побеждает борцовского пса-члема и распиливает тому голову напополам. В общем-то, с этого и начинается приключение двинутого в пустошах Австралии под нашим руководством. Очнувшись от падения с земледвига, Максон тут же обшаривает какой-то соседский труп, хватает штаны за 40 гривень и отправляется искать своего обидчика. Но вместо этого находит скрюченного жестянчика, который уже собирается отобедать песиком члема. Революция в эволюции. Жестянчик признает в Максе великого святого водителя, которого нашептало ему пророчество. От встречи со священными шестеренками жестянчика спасает наличие автомобиля, на котором можно поехать за тачкой Максимки. Вот только она сломалась. Жестянщик исчезает за ближайшим барханом. Мы следуем за ним и узнаем о существовании алтаря этого веселого психа, и о том, что для починки его баги ему будут нужны провода зажигания. Ну и еще он советует нам перекусить вкусной еды. В общем-то, вот он первый квест. Ну а сначала действительно нужно пожрать мясо с овощами, да. Именно так в этой игре реализовано лечение. Забудьте про аптечки и бинты, они здесь никому не нужны. Лечение через питье воды и жранье жратвы. Кстати, вы в курсе, дорогие зрители, что слово «жрадло» по-чешски это корм для кошек? Вот этим жрадлом мы и будем, по сути, лечиться всю игру. Ну, еще иногда опарышами, но об этом потом. Пройдя через скалы, мы обнаруживаем тело человека, на котором жильца Кащенко учат механики обыска. Мы находим аж целых 2 патрона для дробовика 12-го калибра. И что же ждет нас дальше? А как всегда, бледные пацанчики. Первого мы знакомим с крупной дробью просто потому, что это эффектно. Ну а следующих уже приходится избивать руками и ногами. Здесь игра нас учит механике боя, которая сильно похожа на механику боя из какого-то там Бетмана, судя по чужим ревью. Мне же механика напомнила старый добрый Assassin's Creed. Удар, контратака, перекат. Но надо признать, что Максимку умеет разбивать лица своим неприятелям так, чтобы на это было интересно смотреть. Возвращаясь к жестянщику через пещеры, Макс видит таинственную фигуру в отдалении, которая говорит, что мы еще к чему-то не готовы. Музычка и звуки создают действительно атмосферную обстановку. Безо всякой регистрации и СМС смотрим, как механик лижет окровавленную отвертку. Слава небесам в том, что не пришлось смотреть на этот момент дольше, так как катушка зажигания пришлась жестянщику по душе. Ну и у нас вроде ничего не вытекает, слава богу. Максим забирает излизанную собаку, грузит ее в баги, и мы, наконец, отчаливаем в большой открытый мир. Жестянщик на своем баге отвозит нас к форту Члема, в котором чертовы ненавистники заводских стоковых машин, возможно, уже проводят тюнинг нашему черному на черном. Блин,
Звучит как название гей-порно твоего бати. О чем это я? В бинокль Макс видит, как его автомобиль укатывают за угол и уже собирается рвануть за ним, но жестянщик останавливает нашего пациента психбольницы, рассказывая про то, что машине уже 100% кирдык. Без посадки нет авто, ее занизили и затонировали по кругу, а в конце и вовсе сунули активный сабвуфер в багажник. И предлагает нам другой выход из сложившейся ситуации, рассказывая про то, что может собрать тачку не хуже заводской стоковой, которая будет разгоняться от 0 до сотни за 15 секунд, а может быть даже и чуточку быстрее. Макса это естественно устраивает, ведь он уже парень не молодой. Ну, а в награду за жажду жестянщик показывает нам внутреннее святилище своего, так сказать, храма. И это не то, о чем вы могли подумать. Оу май! Он заводит нас в помещение, в котором собирает легендарную точилу, водителем которой Максону предстоит стать. Машина, к слову, выглядит как ржавое ведро с болтами, или как новая Лада Калина в автосалоне. Magnum Opus My S, подумал пациент из Кащенко, но вслух сказал другое. Разочарование так и сквозило во взгляде нашего главного героя. Но тут жестянчик скидывает полотнище, скрывавшее его каракули, и Макс в этих каракулях умудряется признать чертежи величайшего аппарата этого десятилетия. Это как классика, а может даже круче. Как тебе такое, Илон Маск? Машина, конечно, пока что не бог весть что, но жестянщик обещает и турбину воткнуть, и коробку потюнить, и даже кузов подрихтовать, лишь бы водителю все было по душе. Ну, а Максимка вставляет свое любимое. Где мои 8 цилиндров, жестянщик? Где мои 8 цилиндров, жестянщик? Там где-то внизу, опусти еще раз, не разглядел. Жестянчик нам, конечно же, обещает достать бабки, то есть 8-цилиндровый мотор, но сначала просит нас о помощи в добыче кузова для нашей Калины. А то старый уже рассыпается, 2 недели как с завода сошел ведь уже. Максимка, естественно, тут же соглашается, и они отправляются в путешествие в земли стервятников. Помните, в фильме 2015 года были странные ребята на тачках с шипами? Они еще в нашей локализации говорили по-немецки, а в английской версии говорили по-русски на гопническом языке. Вот к ним мы и поедем. А по дороге познакомимся с механикой заливки топлива. Механикой, которая вам за всю игру потребуется 1 или 2 раза. Очень сложно весь бак тут сжечь. Неохраняемые ворота на территорию стервятников Максон будет взрывать с помощью канистры с бензином. Это еще одна игровая механика, которую задействует за игру раз 5, ну может быть 6. Можно, конечно, и почаще этим маневром пользоваться, но нафиг, когда у вас появятся огнестрелы и всякие другие взрывчатые штуки, более удобные в использовании. Хотя, надо признать, взрывы в этой игре очень эффектны. Далее наша автопати прорывается через кучу взрывающихся черепов к святая святых стервятников — складу Лады. И кстати, в мире Безумного Макса 2015 года даже взрывы сделаны из взрывов. Мужская мужественность. Ну и кто же отправится забирать кузов через страшные темные пещеры? Может быть, жестянщик? Нет, он не дурак, он зашлет торпедой Макса из Кащенко. Я даже эту проходку записывать не стал, там потому что ничего не происходит. Сразу переходим к выбору кузова для машины. И ведь смотришь на них, они все разные. Думаешь про себя, ну, тут же есть вроде прокачка, значит, наверное, и кузов на что-то влияет, что-то значит. А нет, кузов влияет только на внешность. Поэтому выбираем самый странный из них и бросаем на нашу раму. Но, естественно, гопники из Биберева не дадут нам так просто утащить одну из их знаменитых машин марки Лада. На нас набрасываются шустрые стервятники, убить которых можно только перехватив их на контратаке. Не слишком сложная, но весьма забавная механика. А за победу над шустрым мы получаем его заточку в почку. И сразу же эту заточку используем. К слову, они здесь одноразовые. Но бороться в партере можно вечно, а честь надо знать. И, победив всех соперников, Максим удаляется вместе с призовым поясом, то есть кузовом, в сторону дома, преследующий гопниками, состоящими из взрывов. В принципе, тут больше нечего сказать. На этом знакомство с жестянщиком и Magnum Opus'ом заканчивается. Переходим далее, хотя нет, еще можно добавить, что в этой игре присутствует механика ремонта авто. Разумеется, не нашими руками, а руками жестянщика. Вот этим мы будем пользоваться действительно часто.
Под утро Максон и Жестянчик, пьяные, без сил после воровства кузова нашей чудесной Лады, возвращаются в святилище к хромоногой Лесси. И Жестянчик тут же предлагает заделать тюнинг нашей точилы, добавив к арсеналу весьма важный предмет этой игры — гарпун. Не знаю по какой причине, но сверхострый и клевый наконечник для гарпуна лежал у веселого горбуна в кровати. Куда он его совал и что с ним делал, я представлять, честно сказать, не хочу. Далее нас, как игроков, по сути, знакомят с механикой улучшайзинга машины. На самом деле это очень долгий процесс, потому что а. Улучшение открывается постепенно по сюжету или по зачистке территорий, и б. Они требуют небывалого количества ресурсов и гринда ради этих ресурсов. Одно лишь радует, сам гринд в этой игре не раздражающий. Все-таки чистить рыло злодеям, зачищая форты, в большинстве случаев весьма забавно. Тут же Жестянчик сообщает нам, что для крутости тачки потребуется нитро, прямо как в Форсаже. Детали можно достать только в форте Члема. Максим тут же соглашается, его уговаривать долго не надо своей шкурой порисковать. По дороге к форту мы разрушаем парочку башен, тестируем гарпун и знакомимся с механикой очистки местности от влияния Члема. Таких активностей не так чтобы много. Мы ломаем башни, убиваем снайперов на башнях, ну и конечно же захватываем аванпосты в лучших традициях игр от Ubisoft. Но мы отвлеклись, Макс наконец-то добрался до форта, где разобрали его любимую машину. И тут нас знакомят с механикой споттинга. Привет, Far Cry! Сам же прорыв в форт состоит из нескольких действий. Из уничтожения защитных рубежей, в том числе и с помощью гарпуна. Максу придется привыкнуть к нему, так как это теперь его основной рабочий инструмент. И выноса ворот тем или иным способом. Тут же внутрях нас знакомят с новым типом врагов — горланом. Фишка в том, что пока этот малый висит и материт безумца сверху, его бойзы потихоньку входят в боевой раж. И когда он достучит в барабаны свою песнь, они начнут нас так нехило буцкать по промежности и другим мягким местам. Поэтому по возможности лучше его убивать до боя, а не во время или после. Но начало нам не дает особых альтернатив. Кстати, забыл добавить, горлан при падении взрывается. Как я уже говорил, здесь даже взрывы сделаны из взрывов. Мужская мужественность! В мусорке рядом с местом побоища Максим находит фотографию своей семьи из более добрых и хороших времен. Далее на нашего героя-героиню накидывается еще пара разукрашенных пацанчиков. И тут я хотел на самом деле показать вам, дорогие зрители, то, как Макс использует предметы окружения в драке. Например, прижимает противника к стенке и лупит его по голове до смерти. Это мне чем-то Панишера старого напомнило. В целом, драки в игре весьма разнообразные и с улучшениями навыков главного героя становятся все веселее и мяснее. Сложно сказать почему, но меня очень веселит, как Максимка открывает двери. На самом деле я так же хочу делать. Колени просто жалко. И в итоге захват данного форта осуществляется посредством взрыва из взрывов нефтяных насосов. Потому что в этой игре все состоит из них. После чего наш добрый горбун в куче хлама находит все необходимые для апгрейда запчастюли. Но перед установкой нитроускорителей Максона ждет еще одно дело, на которое, почувствовав отсутствие опасности со стороны окружения лично для него, Жестянчик тут же радостно подписывается. Мы едем знакомиться с Гриффой, тем самым странником из пещеры в начале игры. Теперь мы готовы. Добравшись до места, Макс бросает тачку и отправляется пообщаться со странником пешочком. На самом деле, вставки с Гриффой раскрывают характер Макса гораздо лучше, чем можно было бы себе предположить. Откуда этот странник все знает про нашего героя, абсолютно непонятно. Гриффа зачитывает монологи до 3-4 минут длиной, после получения каждого очка навыков. Все их я прослушать за целых 3 прохождения так и не смог. Но почему-то его вкрадчивый голос лично меня очень цепляет. Необычное ощущение для игры по кино, да еще и 6-летней давности. Before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you. A dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffa for a reason, deep inside.
twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffer can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. They're your true promise. В лицо безумцу вдыхает какой-то белый порошок, а он и рад. И тут на самом деле игрока знакомят с механикой прокачки пассивных навыков героя. За различные выполняемые действия в пустошах мы получаем некий аналог экспы. Экспа копится, и мы получаем новые ранги водителя. И вот эти очки можно раскидать по различным навыкам. Типа собирать больше лома, воды, бензина, сильнее бить и так далее. Прям РПГ какое-то. Ну и очухавшись после бэт-трипа, Максимка пытается понять, на месте ли его внутренние органы, не отрезали ли что-нибудь лишнее, например почки, не трогал ли его кто в запретных местах. Но вроде как по ощущениям все в порядке, и мы радостно отправляемся дальше. Вернувшись домой, мы наблюдаем умиротворяющую картину того, как жестянщик с энтузиазмом дорабатывает свой чертеж и очень желает поделиться мудрыми мыслями с Максоном. Но тому не до этого. Тому подавай 8 цилиндров, а не какие-то жухлые 6. Блин, я тоже хочу V8. V6 сосет. Жестянщик же уверяет нас, что усё будет, шеф, надо только потерпеть, и рассказывает про возможность заполучения двигателя Большой Вождь. Ну и конечно же начинает вести себя как... да как обычно, в возбуждении. Вот же ж, тестерофил чертов. Прямо как братство стали из Fallout. К слову, у нас полно роликов про это на канале, можете заценить. Макс же орет: покажи мне 8 цилиндров, жестянщик. Где мои 8 цилиндров, жестянщик? Тот сразу отвечает, что они в Гастауне, на что Максимка сразу говорит: ёманый народ, погнали нахуй! Жестянщик что-то еще бубнит про улучшение машины, когда они оба замечают странные звуки, и это не несварение в их желудках после приема опарышей. К этой теме мы все еще вернемся. Безумец прыгает в точилу и кричит делать то же самое жестянщику. Тот пытается возражать, но летящий мимо в слоумо коктейль Молотова является крепким аргументом в пользу позиции Макса. Наконец-то Горбун одупляет, что сейчас сложит сотни, и прыгает в точилу. Дальше следует поездка через состоящий из взрывов старый контейнеровоз. И надо признать, смотрится это весьма эпично, хотя и в духе расчудесных форсажей. Только Доминика Торетто не хватает со своим гигантским нашейным амулетом. Наша сладкая парочка Твиксов в итоге вырывается из смертельной западни, коей стал их дом. Припарковавшись в отдалении от танкера, мы наблюдаем, как святилище жестянщика разносят странные, разрисованные пуще остальных пацанчики. Это легионеры помойки, ну и сам помойка во главе. Стрёмный тип. Жестянщик потерял все, что у него было. Но Максим напоминает ему о том, что машина-то еще цела, и предлагает катиться колбаской куда-нибудь подальше от мест боевых действий. Можно сказать, помойка 1, танкер 0. Ну и по дороге подальше мы срываем злость на рандомном гопнике, суем ему заточку в почку и пытаемся познакомиться с еще одной механикой воздушных шаров. Поднявшись на них с помощью бинокуляра, мы можем осмотреть весь регион, найдя все точки интереса члема и нанеся их на свою карту, чтобы потом натворить всяких бед. Это в принципе весьма схоже с башнями из Форсруя. Ну и после приключений с шаром, пора поговорить о системе кастомизации самого главного героя. Вы сейчас видите на экране, мы можем менять прически, внешний вид, улучшать свои боевые навыки, делать оружие лучше. Это довольно, в принципе, прикольно. Опять же, нетипично для игры по фильму за $3. Я это, конечно же, не записал, потому что я молодец. Но куда же жестянщик просил нас поехать сразу после бегства из своего святилища, спросите вы? А просил он нас поехать на маяк к Джиту. Сторожилы канала знают этого персонажа, потому что его лицо удачно скоммуниздил небезызвестный модер Дрэгбади для своего мода Fins Redan на Fallout New Vegas. Ссылочка на ролик будет где-нибудь тут или в описании. Джит страдает от жутких ожогов и болей, отчего он постоянно сам себя травмирует, и ему на самом деле требуются толпы разных врачей, а не только один, которого он хочет. Но на пустошах их, естественно, взять негде. Также молодой человек жалуется на то, что люди Члема полностью уничтожили его власть над этим регионом, и чувствует он себя еще паршивее, понимая, что он сам практически пленник своей, в кавычках, цитадели. И если уж быть честным, нас он к себе тоже не сильно-то хочет приглашать в гости. Но жестянщик предлагает свои черные руки для разных делишек. Для ремонта канализации Джита, например, если вы понимаете, о чем я. Немного поразмыслив, шрамированный пацан решает все-таки нас впустить.
Надо сказать, я бы не отважился вести двутонную машину по такому хлебкому мостику. Но Максон на то и безумец, что свою ладу ему не особо-то и жалко, не 8 цилиндров же. В самой же крепости Джид тут же троллирует нас тем, что наша тачка ведроет, на что Максон, не задумываясь, тут же отвечает, что место Джита у параши. В смысле, что его дом тоже отстой. А затем Джид начинает рассказывать, как правил всеми окрестностями. Хвалиться былыми заслугами и набиваться нам в дружки. Джид жалуется нам на Скабруса Скротуса или Челема Оструса, совершенно не подозревая, что это мы распилили ему голову напополам, чем вызвали, в общем-то, его бесконтрольные приступы агрессии. Джид на самом деле думает, что его убили. И считает, что в принципе отряды Челема просто мстят. Макс тут же предлагает улучшить ситуацию, а взамен просит гараж и инструменты для улучшения магнума опуса. В принципе, Джиту такая идея нравится, но он спрашивает, а что же дальше? На что Макс отвечает, Гастаун. Но Джит тут же портит нам настроение, говоря, что один взгляд на пасть сильно сломает наши взгляды. Чтобы добраться до Гастауна, нужно ее преодолеть. И снова предлагает нам на нее посмотреть лично. На что Макс тут же спрашивает, договорились ли они с Джитом. И тот, наконец, соглашается, шельма такая. Максим рассказывает жестянщику, что не договорились с Джитом по условиям пребывания в его крепости и просит построить снайперскую винтовку, о которой между делом говорил Горбун. Praise be! И мы отправляемся искать детали по крепости. Собрав же винтовку и установив ее на нашу машину, мы отправляемся чутка потренироваться. Патроны-то, видимо, бесконечные на пустошах. Помните, я ранее говорил про пользу гарпуна? Вот, например, мы сдергиваем снайпера с башни с его помощью, или разрушаем минометную башню, и что это вообще такое? Башня, состоящая из взрывов, в общем. Перед тем, как отправиться дальше по сюжету, я решил дать нашему Максимке слегка прокачаться, ну и улучшить отношения с Джитом, да заодно убить местного босса. Его лагерь мы сейчас и штурмуем. Примерно так выглядит любой прорыв на базу противника в этой игре. Ну, разве что через огонь Максон обычно в принципе не катается. Как правило, охрана баз боссов немного помногочисленнее, чем у обычных фортов. И иногда даже появляется некий челлендж. Но на самом деле не стоит обольщаться. Игра весьма легкая, и хардкора а-ля «Тарков, у меня жопа что-то горит» вы тут, конечно, не получите, дорогие зрители. Также мы можем познакомиться с механикой гнева или ярости, которая происходит сейчас на экране. Нанеся или получив определенное количество урона, Макс впадает в безумный гнев и становится Джоном Псиной от постапокалипсиса. Некоторые движения на самом деле весьма забавные, возможно в следующих роликах я их даже включу. Ну и что же насчет босс-файтов в этой игре? Наш безумный Максим знакомится с очередным прихвостнем Челема Оструса. Кажется, мы ему сразу не понравились, но по какой-то странной причине он не хочет нас отпускать. Придется бороться. Чтобы вы понимали, дорогие зрители, в игре всего 4-5 механик боев с боссами. Самые распространенные это вот такие, которые вы видите на экране. Вся тактика боя с ними сводится к перекату во время его сильной атаки, когда он застревает в стене или в полу, ну или выстрелами из дробовика в спину. Последнее, естественно, эффективнее. В этой игре даже боссов можно за секунду разобрать из огнестрельного оружия. И упс, мы вылетели за текстуры. Ну, такое можно простить игре по фильму. Кстати, про механику воздушных шаров. 3 прохождения в Стиме и еще несколько старентов, а баг с незаправляемыми шарами так и не починили. Так что получить ачивку за все открытые шары у вас не выйдет. Печалька. Мы победили босса, оделись в модный куртец, и теперь, пожалуй, пора снова пообщаться с Гриффой. To rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Прокачки ради и добрых дел для мы можем поучаствовать в случайном событии на пустошах. Например, дать воды умирающим от жажды людям. Мне нравится, как персонаж не верит в то, что кто-то с ним делится водой просто так. Маленькая, но весьма четкая деталь.
Таким образом, Максим показывает, что не все человеческое из него ушло. Ну и раз уж мы начали знакомиться со всеми подряд, на пустошах также есть гонки, о которых я поподробнее расскажу вам в другой серии. Но гонками справляет весьма колоритный персонаж Ворон. Я даже начал искать некие сходства в его поведении и поведении ведущего из сериала «Кровавые гонки». Хотя, кажется, Максиму, судя по выражению его лица, этот товарищ не очень по душе. Wishes to bind to the heart of his machine? Or are you both? What are you saying? Racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crow-Dazzle for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Others are on the path of the spirit. They seek the death run to bind their beings to their machines. What's your machine? Пожалуй, настала пора Максиму и жестянщикам направиться на разведку пасти. Макс — прирожденный водитель и стрелок, черт знает, где он всему этому научился. И, в общем-то, именно поэтому снять дозорных из навехонькой крупнокалиберной снайперской винтовки, что соорудил Горбун, для него не составило труда. Когда же он наконец поднимается на вершину маяка, игрок понимает, если он, конечно, сильный тугодум, что все вступление мы гоняем по пустошам, оставшимся от ушедшего моря, а пасть — это огромные укрепленные ворота на настоящую сушу. Но внимательные люди это, конечно, поняли сразу, не суть. Меня лично очень тянуло в этой игре на сушу, хотелось посмотреть на руины, на все остальное, что присуще постапокалипсису. Поэтому я прям был хайпт. Поняв, что с кондачка на сушу не прорваться, безумный Максим спрашивает у Горбуна про чертежи машины, о которой тот хотел поговорить до бегства из святилища. Жестянщик тут же включает жестянщика, но рассказывает про классику пустошей. И это не Лада шестерка, а Архангел. Автомобиль достаточно прокачанный, чтобы соревноваться даже с Ладой Приорой. Мол, с этим чертежом у нас обязательно все получится и мы взлетим на сушу. Ну что ж, посмотрим на это в следующей серии. Ролик вышел длинный, поэтому, наверное, пора бы и подытожить. Мне игра жутко нравится. Мне нравится формат таких видео. Мне доставляет удовольствие съемка и монтаж всего этого. Я очень надеюсь, что это чувствуется вами, мои дорогие зрители, при просмотре. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, продолжать снимать или как? Или вам просто короткое ревью подавай. Понравилось ли вам то, что вы увидели? Я для вас старался. И Ник тоже. Обещать вам, конечно же, уровня Косипоши Бебея я не смогу, просто не потяну. Но постараюсь сделать максимально все грамотно и качественно. С каждой обработанной сценой мои навыки растут. Подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали. Репостите этот ролик в соцсетях, это нам реально поможет. Вы просто введете меня в экстаз, если хотя бы разок его репостните. И ставьте ваши сладкие лайкосики. Спасибо вам всем за просмотр, всем удачи, всем пока.